Гиперзвуковой удар России по западу Украины, новая атака Москвы и экстренное обращение Зеленского к США. Украина запросила помощь. Окружение с 3 сторон продвижения. Киев заявляет о мощных боях. Морская пехота РФ пошла в атаку. Ответный удар ВСУ по колоннам. Сорван флаг. Требование Путина выполнено. Глава правительства пошел на условия, детали. Американские силы зашли на Банковую. Внезапный визит. Что на столе? Астана встречает Путина. Ультиматум Венгрии Киеву. Армия Израиля прорывается в тыл. В Германии громкий арест. Самая разыскиваемая женщина попалась полиции. И работа мечты. Какая вакансия внезапно собрала 60 миллионов просмотров. Сколько готовы платить? Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 28 мая на календаре. Спасибо вам за поддержку, я начинаю, но прежде хочу напомнить. Ищите выпуски утром вручную или днем, или тогда, когда вы смотрите, потому что в последнее время новые видео вам не показываются. Показываются старые, которым уже год или полтора. Напомню, что сейчас всегда на приветствии я указываю дату, а также она появляется на экране. Я начинаю. Украинцы готовы защищать Европу даже за пределами своих границ. Новое исследование показало, большинство граждан страны поддержали бы участие ВСУ в обороне европейских стран, если на те нападет Россия. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии и Молдове. Больше всего поддержки у стран Балтии. Такие данные публикуют социологи группы «Рейтинг». Они отмечают, украинцы все чаще воспринимают эту войну как часть общей безопасности Европы. Так считают 73% опрошенных. И чем сильнее поддержка вступления в ЕС, тем чаще люди уверены, ВСУ защищают не только Украину. За помощь странам Балтии выступают от 61 до 63% опрошенных. Литва возглавляет этот список. Далее идет Латвия, а за ней Эстония. Молдова оказалась на 4-м месте, у нее 60% поддержки. В Финляндии готовы помочь 59% украинцев, а Польше 58%. Запад выдвигает требования Путину. Уже сегодня, 28 мая, главы МИД стран Евросоюза соберутся на неформальную встречу на Кипре, чтобы обсудить возможные переговоры с Россией и общую стратегию в отношении Москвы. По данным Рейтер, глава европейской дипломатии Кая Каллас намерена представить список ключевых требований к Кремлю. Среди них полное прекращение огня в Украине, прекращение российского присутствия в Молдове и Грузии, а также прекращение кибератак, ударов дронами и дезинформационных кампаний против Европы. В Евросоюзе признают, единой позиции по контактам с Москвой пока нет, говорится в материале Рейтер. Цитирую. Сейчас в Европе нет единого мнения относительно требований или предварительных условий, при этом некоторые чиновники считают, что сейчас следует усилить давление на Москву. Поддержка Украины остается сильной, но единства в вопросе будущих отношений с Россией нет. Это более сложный вопрос, заявил один из высокопоставленных европейских дипломатов. Некоторые считают, что не должно быть никакого взаимодействия, никаких переговоров. Все это очень непросто, добавил он. Казахстан готовится к запуску крупнейшего энергетического проекта последних лет – строительства первой АЭС и при поддержке Путина. Тот уже прибыл в Казахстан накануне, его лично встречал президент Токаев. Астана и Москва собираются подписать сразу 2 ключевых межправительственных соглашения о строительстве атомной станции и о финансировании проекта. Ранее сообщалось, что Россия может покрыть до 85% стоимости строительства за счет государственного экспортного кредита, а запуск станции ожидается в 2035-2036 годах. Для Казахстана, который остается одним из крупнейших производителей урана в мире, это станет первой собственной АЭС со времен закрытия реактора БН-350 в 1999 году. Напомню, ранее в Казахстане осудили тех, кто устраивал протесты против строительства АЭС. Страна даже проводила референдум о необходимости АЭС. 71% казахстанцев проголосовали за строительство, в то время как практически 27% выступали против. Несмотря на достаточно высокий уровень поддержки, значительная часть населения, особенно в Алматы, и среди экологических активистов, активно выступала против проекта. Главными причинами протестов стали тяжелое наследие Семипалатинского полигона, экологические риски на озере Балхаш и недоверие к российскому подрядчику.
Гиперзвуковой удар по западу Украины. Россия запустила кинжалы по Хмельницкой области в направлении военного аэродрома. Взрывы прозвучали накануне вечером, буквально через пару часов после того, как Зеленский официально подтвердил, он экстренно запросил помощь США, намекая на катастрофическую ситуацию с ПВО. Для этого направил в Белый дом большое письмо. В нем говорится, далее цитата, «Нет ничего более болезненного, чем видеть батареи Патриот без загруженных ракет. Я прошу вашей помощи в защите украинского неба от российских ракет. Мы уже предложили, что Украина готова закупить необходимое нам количество систем Патриот и ракет-перехватчиков. Мы понимаем, что Соединенные Штаты несут ответственность за собственную оборону и защиту своих союзников и партнеров. И мы согласны, что Европа должна брать на себя большую роль в обеспечении своей безопасности. Однако после всего, что мы пережили вместе, разве мы не заслужили место среди ваших союзников?» После того, как письмо Зеленского было опубликовано журналистами, он лично подтвердил, что просил помощи. Речь исключительно о системах ПВО. И вчера это письмо уже было направлено институтом в Вашингтоне. Это бывает редко, когда лидеры другого государства обращаются таким образом, письмом, одновременно к президенту и к Конгрессу Соединенных Штатов Америки. Но ситуация сейчас такая. Нужно действовать оперативно, действовать результативно. Важно, чтобы Америка услышала Украину. При этом он заявил, что отдал приказ бомбить Россию, в частности, применить дальнобойные санкции, речь об ударах по НПЗ. И вечером 27 мая принял на Банковой делегацию из США, которая экстренно прибыла в Киев. Это конгрессмены Ричард Блюменталь и Джим Хаймс. На повестке переговорный трек и нехватка ПВО. Ситуация ухудшается. Российские войска стянуты к городу. Увеличивается зона окружения с 3 сторон. Константиновка в Донецкой области в центре внимания. Это один из населенных пунктов, на который нацелилась армия РФ. О том, что ситуация непростая и войска России уже просачиваются в город, пишет Deep State. Аналитики также демонстрируют, как близко россияне подошли. Враг увеличивает контроль над территорией вокруг города, затягивается в окружающие села для закрепления и накопления сил, а оттуда пытается заходить в сам город и фиксироваться в различных его точках. Одновременно с этим Константиновку сравнивают с землей и превращают город в руины, которые в результате будет невозможно удерживать. Российская сторона при этом утверждает, войска пошли в атаку на нескольких направлениях и смогли броском продвинуться на определенных участках фронта. Ведомство Белоусова утверждает о взятии под свой контроль Воздвижевки в Запорожской области. Заявляется о потере территории силами ВСУ. Морская пехота РФ для этого пошла в атаку. Сегодня воины-тихоокеанцы достойно продолжают дело поколений победителей, защитивших свободу и независимость нашей Родины. На сообщение уже отреагировал Киев. Там уверяют, Воздвижевка возле Гуляйполя не находится под контролем россиян. Однако те действительно были в населенном пункте и развернули флаг. Однако после этого произошла зачистка, а российский флаг был сорван, говорится в заявлении. Не захватили. Чтобы взять Воздвижевку, оккупантам необходимо еще несколько населенных пунктов захватить, сказал Волошин в комментарии агентству «Интерфакс Украина» в среду. Украина при этом заявила, что начинает масштабную операцию и прорыв в тыл РФ. Минобороны Украины назвала событие логистическим локдауном. Речь об ударах по логистике армии России. Министр обороны заявил, цитата, «еще сильнее усилить давление на россиян в тылу и лишить их возможности вести активные штурмовые действия». Послушайте. За последние месяцы мы в 4 раза увеличили уничтожение вражеской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов снабжения на оперативной глубине. Уже заметна закономерность в дашбордах. Чем больше уничтожается российской логистики, тем меньше штурмовых действий происходит на линии боевого соприкосновения. Уже несколько дней в сети публикуют кадры о том, как Украина выбивает дронами колонны техники. И вечером 27 мая в сети появилось еще одно видео, снятое, как утверждается, на трассе Луганск-Алчевск-Дебальцево. На кадрах опрокинувшийся военный Урал, снаряды. Автор за кадром говорит о том, что была детонация боекомплекта. Кроме того, в кадре еще один сгоревший военный Урал, уничтоженная буханка и машина скорой, а также сгоревший гражданский автомобиль. Есть и жертвы. Но из-за чувствительности контента показать здесь это видео я не могу. Требование Путина выполнено. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо торжественно открыл восстановленное кладбище Красной Армии
в Михаловце всего через несколько недель после встречи с Путиным в Москве, на которой дал тому обещание это сделать. Об этом пишет Bloomberg. На церемонию приехал и посол России Сергей Андреев, а сам Фица вместе с чиновниками и депутатами почтил память более 17 тысяч советских солдат, похороненных на крупнейшем мемориале такого типа в Словакии. В реконструкцию комплекса вложили свыше 240 тысяч евро, восстановили массовые захоронения, почти 200 надгробий, дорожки, подпорные стены, флагштоки и внешнее ограждение кладбища. Фица заявил, что подобные мемориалы не должны быть закрытыми мавзолеями. Далее цитата. «Пусть мемориалы и кладбища не будут лишь какими-то мавзолеями, пусть они не будут только местами, которые мы огородим и посетим лишь время от времени, когда наступит соответствующий момент. Пусть это будет открытым пространством для жизни». Венгрия выдвигает ультиматум Киеву. Встречи Мадера с Зеленским не будет, пока Украина не выполнит требования Будапешта по венгерскому меньшинству в Закарпатье. Об этом сообщает местное издание Telex. По словам представителей венгерской стороны, сейчас между Киевом и Будапештом идут только технические консультации, и лишь в случае прогресса возможны переговоры на более высоком уровне. Спор между странами продолжается уже несколько лет. Он, напомню, касается языковых и образовательных прав этнических венгров в Закарпатской области. Генералы признали провал. США оказались практически беззащитны перед угрозой дронов. Американские военные и компании, работающие с технологиями ПВО, прямо заявляют, страна не готова отражать массовые атаки беспилотников, а системы защиты серьезно отстают даже от Европы. Об этом пишет Business Insider. В Пентагоне уже называют дроны главной угрозой нашего времени, а представители Объединенного комитета начальников штабов предупреждают, в случае атаки США смогут лишь ограниченно защитить свои военные базы и собственную территорию. Опыт войны в Украине показал, что дешевые FPV-дроны способны парализовать армии, атаковать инфраструктуру и обходить традиционные системы ПВО. А НАТО и США до сих пор не создали полноценной защиты от подобных угроз, говорится в материале. Армия пошла дальше. Прорыв в тыл. Израиль расширяет военную операцию в Ливане. Цахал продвигается за так называемую «желтую линию» – буферную зону на юге страны. Несмотря на объявленное перемирие, израильская армия продолжает удары по объектам Хизбаллы. Израильские СМИ также пишут, что столица Ливана, Бейрут, больше не считается запретной зоной для возможных ударов по объектам Хизбаллы. При этом США требуют от Израиля избегать разрушения жилых кварталов и сохранить пространство для переговоров с Ливаном. Трамп же снова угрожает Ирану, он недоволен ходом переговоров с Тегераном и не исключает возобновление военных действий. По словам Трампа, Вашингтон не устраивают нынешние предложения Ирана, и США, цитата, «возможно, придется довести дело до конца». Одновременно Трамп категорически отверг возможность смягчения санкций в обмен на передачу Ираном запасов высокообогащенного урана. Иран очень настроен, они очень хотят заключить сделку. Пока что у них это не получилось. И нас это не устраивает, но нас устроит. Обязательно устроит. Либо так, либо нам придется закончить это дело. Мы с этим разберемся, но сейчас ситуация не становится лучше. Мы могли бы очень быстро это закончить. 30 лет в бегах, фальшивое имя, оружие и миллионы евро. Одна из самых разыскиваемых женщин Германии за решеткой. Бывшую ультралевую террористку Даниэлу Клетте приговорили к 13 годам тюрьмы за серию вооруженных ограблений супермаркетов и инкассаторских машин. Немецкие исследователи считают ее участницей фракции Красной Армии, леворадикальной группировки, которая десятилетиями устраивала в Германии взрывы, убийства и похищения. По версии прокуратуры, Клетте действовала не одна, ей помогали еще двое мужчин, которые до сих пор остаются на свободе. Следствие считает, что группе удалось похитить более 2 миллионов евро. Десятки лет Клетте спокойно жила в Берлине под чужим именем и избегала полиции. А выйти на след преступницы помогли фотографии с берлинского карнавала. Идентифицировать Клетте помог журналист-расследователь из Bellingcat Майкл Колборн с помощью нового инструмента на базе искусственного интеллекта.
Под вымышленным именем Клетте в течение нескольких лет активно участвовала в работе бразильского культурного центра в Берлине, где занималась капоэйрой, афро-бразильским боевым искусством, сочетающим элементы танца и боя. Считается, что именно обнаружение ее фотографий вместе с группой по капоэйре на ежегодном берлинском карнавале культур, где она улыбается с белой банданой на голове и разбрасывает конфетти из лепестков, привело к ее опознанию и аресту. Тепловой удар для Европы. Сотни температурных рекордов побиты всего за несколько дней. Западную Европу накрыл так называемый тепловой купол. Раскаленный воздух буквально завис над регионом. Особенно тяжелая ситуация во Франции. Там обновили более 400 температурных рекордов. В обычно прохладной Британии воздух прогрелся до 32 градусов, почти на 15 градусов выше климатической нормы для конца мая. Жара уже привела к смертям во Франции и Великобритании. Также самый жаркий майский день в истории зафиксировали в Лондоне, почти 35 градусов. Жара вызвала перебои в работе транспорта, пожары и проблемы в жилых домах, где нет кондиционеров. Работа мечты или билет в полное одиночество. В Китае вирусной стала вакансия пастуха на удаленном ранчо во внутренней Монголии. Работать нужно без выходных в степи, где ближайшие соседи в 300 километрах, а зимой температура падает до минус 40. За это фермер предлагает 16 тысяч юаней, это около 2000 евро в месяц. Объявление собрало почти 60 миллионов просмотров в китайской соцсети. Но больше всего работодателя удивило другое. Вместо сельских жителей на вакансию массово откликнулись офисные сотрудники, рабочие заводов и выпускники вузов. Для многих эта работа могла бы стать способом сбежать от городской гонки и постоянного давления, пишут в СМИ. Автор объявления честно признался, такая щедрая сумма – это компенсация за издержки, а пользователи сети мгновенно окрестили эти деньги платой за экзистенциальную тоску. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Еще раз напомню, если завтра утром на главной странице YouTube, когда откроете его, не увидите выпуска, найдите его, пожалуйста, вручную. До встречи.